Глава 7. Маленький потерянный огонек. Покинув империю солнца, Сундар Гауранга снова взошел на хрустальную ладью. Океан времени вынес его к берегам загадочной земли, покрытой густым, дремучим и первозданным лесом. Деревья здесь были столь огромными, что их кроны переплетали небо, создавая внизу вечный полумрак. Прогуливаясь по узкой тропинке вглубь чащи, мудрец наслаждался тишиной и присутствием Параматмы в каждом листе. Но вдруг, когда над лесом стали сгущаться ночные сумерки, он услышал впереди тихий и горький плач. Сундар Гауранга ускорил шаг и вскоре у подножия исполинского дуба заметил маленького мальчика лет 7. Его холщовая рубашка была порвана колючками, коленки исцарапаны, а сам он прижимал к груди сломанную деревянную игрушку, маленькую птичку с отломанным крылом. Я потерялся. Совсем потерялся. Всхлипывал ребенок, задыхаясь от слез. Мой дом остался так далеко, вокруг становится совсем темно. Мне так страшно. Я один в этом огромном лесу, и я, наверное, просто исчезну здесь навсегда. Мудрец ласково улыбнулся. Он опустился на корточки перед испуганным малышом. В наступающей ночной темноте его бритая голова выделялась среди листвы, а ясные голубые глаза светились такой любовью, что мальчик мгновенно перестал плакать, завороженно глядя на необычного незнакомца. Сундар Гауранга протянул к нему руку. «Не бойся, мой дорогой малыш», — тихо произнес мудрец, и его голос подействовал на ребенка успокаивающе. «Запечатлей в своем маленьком сердце истину. Во всей Вселенной ничто и никогда не может исчезнуть насовсем. Посмотри на этот великий дуб над нами. Ты видишь, как осенью он сбрасывает свои листья, и кажется, что он умирает. Но приходит весна, и он снова расцветает новой зеленью. Твое тело сейчас маленькое и хрупкое. Пройдет время, и ты станешь сильным взрослым мужчиной, а потом превратишься в старца с бритой головой, как я. Но все это — лишь смена внешних нарядов. Внутри тебя, в самой глубине твоего сердца, горит вечный, яркий и чистый огонек. Это твоя бессмертная душа, которую создал сам Параматма. Она никогда не погаснет, ее невозможно потерять в лесу, и она по самой своей природе абсолютно ничего не боится. Ты никогда не один, хранитель всегда внутри тебя. Мудрец бережно взял из рук мальчика сломанную деревянную птичку. Он легонько коснулся пальцем ее отломанного крыла, сосредоточившись на созидательной силе Всевышнего. В то же мгновение по дереву пробежала золотая искра, трещина исчезла, и игрушка снова стала целой и гладкой. Мальчик радостно вскрикнул, его глаза округлились от восторга. Весь этот огромный ночной лес вдруг перестал казаться ему враждебным, он превратился в большую, удивительную площадку Всевышнего. Сундар Гауранга бережно взял ребенка на руки. Малыш, чувствуя себя в безопасности, мгновенно уснул на его плече. Мудрец неторопливым шагом вышел из дремучей чащи и вынес мальчика прямо к окраине его родной деревни, где испуганные родители с факелами уже прочесывали окрестности. Мудрец аккуратно передал спящего ребенка в руки матери. Перед тем, как ладья унесла его прочь, Сундар Гауранга шепнул проснувшемуся малышу: «Никогда не забывай о своем внутреннем, вечном огоньке. Он — твой главный компас, и он всегда выведет тебя к свету». Юные искатели приключений. Наш мудрый и отважный Сундар Гауранга готов открыть двери в новые, неизведанные миры. Хотите продолжить это великое путешествие вместе с ним? Тогда прямо сейчас совершите 4 главных подвига. Первое. Вступите в наш орден, подпишитесь на канал. Второе. Оставьте свой след, напишите боевой комментарий. Третье. Зажгите огонь поддержки, поставьте ваш отважный лайк. Четвертое. Соберите верную дружину, позовите сюда всех своих друзей. Пятое. Пусть они передадут это дальше и позовут своих друзей. Нам нужна большая и сильная команда. Вперед,
навстречу новым подвигам. Сундар Гауранга ждет вас.